Как любит говорить Джонни Либерман в выпусках «Зажигания», добро пожаловать в самый холодный и заснеженный эпизод Дрим Роуда. Мы в Эстонии, друзья. Друзья, закончились новогодние праздники, половина страны оторвала свои лица от оливье и отправилась на работу. Настала пора и для нас отправиться, только в путешествие. Куда ж мы едем? А едем мы в последнюю неисследованную нами прибалтийскую страну, в Эстонию. В Литве и Латвии мы побывали в первых 2 эпизодах нашего шоу, и если тогда это было мое решение, то в Эстонии мы оказались по приглашению одной широко известной в узких кругах личности, которую вы увидите чуть позже. Что необходимо для путешествий по Евросоюзу, мы говорили в предыдущих эпизодах. А пока пара слов о стране, в которую мы отправляемся. Эстония самая маленькая из всех прибалтийских стран, как по площади, так и по населению. Но это не мешает ей быть интересной как в плане истории и культуры, так и по автомобильной тематике. Дороги очень хорошие, как минимум на уровне Литвы. Большая часть страны разговаривает на 3 языках – эстонском, английском и русском. Процент русскоязычного населения чуть меньше, чем в Латвии, но проблем с общением у нас не возникало ни разу. Эстония, кстати, является абсолютным лидером среди стран Центральной и Восточной Европы по вовлеченности населения в интернет. А в рейтинге открытости интернета вообще мировой лидер. В стране огромное количество Wi-Fi зон, например, на каждой заправке, так что без связи вы точно не окажетесь. Интернетом буквально пронизан каждый аспект жизни страны. Зато штрафы за нарушение ПДД в Эстонии просто конские, посему крайне не рекомендуем нарушать. И еще один момент. Еще более настойчиво не рекомендуем пытаться дать полицейскому взятку в случае нарушения. С огромной вероятностью вы попросту загремите в тюрьму. В общем, не нарушайте, да не наказаны будете. Тем временем уже поздно вечером мы прибыли в Таллин. Доброе утро. Вчера мы приехали достаточно поздно, поэтому было не до съемок. Вот сегодня мы проснулись. И, пожалуй, представим вам, так сказать, приглашающую сторону, которая, думаю, некоторым из вас неплохо знакома. Феликс Читипаховян, российский дрифтер с армянской фамилией и европейским паспортом. Именно благодаря этому человеку мы очутились в Эстонии. Впрочем, поближе вы с ним познакомитесь во время очередного выпуска «Дрифта изнутри», который, воспользовавшись возможностью, мы тоже, разумеется, сняли. Обычно дальше мы начинаем рассказывать про город, в котором находимся, но в этот раз прогулка по нему состоялась чуть позже. А сейчас ноги в руки и в первую ключевую точку нашего маршрута – на гоночную трассу Лайца. Причем уже не на своем «Опеле», а вот на этой скромненькой машинке Феликса. Рядом с этой 6-метровой громадиной всякие Гелендвагены X5 смотрятся малышами. Но для данной погоды, а снег сыпал все 4 дня нашего пребывания в Таллине, ее широченные 20-е колеса и полный привод оказались весьма кстати. И да, теперь мы оба едем пассажирами, что особенно радует. Лайца Ралли-парк – это целый автоспортивный комплекс неподалеку от Таллина, представляющий из себя, собственно, кольцевую трассу, где проходят различные соревнования, включая этапы европейских чемпионатов по дрифту, например, All Stars, картинговую трассу, причем работающую зимой, трассу для ралли-кросса, детский городок для обучения детей основам ПДД, игровую комнату, трассу для радиоуправляемых моделей, комнату для семинаров, мастерскую для ремонта и обслуживания автомобилей и даже банные домики. Кстати, пара слов от человека, частенько гоняющего здесь.
Разгон идет оттуда, и сюда инициация в прыжке за счет неровностей. Угу. А по стеночке желательно бампером чиркнуть. Так что если ты неправильно поставился, то улетаешь либо в стену, либо в бетонные блоки чуть дальше. В этом плане одна из самых опасных трасс для этапа All Stars, потому что больше всего машин бьют здесь. И причем бьются и чемпионы, и слабые пилоты. Чемпионы бьются сильнее, потому что едут за гранью. И оказывается, разумеется, очень часто в бетоне, как и в Риге. Ну, про рижскую трассу Бикерники речь шла во втором эпизоде Dream Road. Тем временем, пока Феликс предавался воспоминаниям рядом с заснеженной трассой, откуда-то из-за угла вышел неприметный дяденька, похожий на охранника, ну или экскурсовода. Поздоровался, перекинулся с Фелом парой слов и повел нас куда-то внутрь. Открылась дверь, а там... А там оказался автомобильный музей. Причем абсолютно все экспонаты в нем не только красивые и ухоженные, но еще и заправленные и самостоятельно передвигающиеся. Никакой бутафории. Некоторые из них можно арендовать, да и вообще на каждом из них можно прокатиться, если, конечно, договориться с хозяином. Кстати, о хозяевах. Поснимав тачки, я подошел к этому экскурсоводу с вопросом, может, он нам что-нибудь расскажет про эти машинки и трассу, и он с радостью согласился. Только это оказался никакой не экскурсовод, а один из двух братьев, владельцев этой гоночной трассы, и этой немаленькой, надо сказать, автомобильной коллекции. Началось это где-то 10, теперь уже 11 лет назад из одного мысля моего брата. Он занимался автоспортом и увлекался с этим темом. Сам же Юлар до того момента совершенно не интересовался автомобилями и работал в своем проектно-строительном бюро. Он архитектор. Проектирует и строит школы, магазины и так далее. Но вернемся к идее. Может быть, удается сделать для себя какую-нибудь трассу, для тренировки просто, для себя, для удовольствия. И вот из этого мысля я немного подальше подумал, сделать какой-нибудь бизнес-план. Юлар всегда смеется, когда говорит о трассе как о бизнес-проекте. Почему? Да потому что прибыли она практически не приносит. Например, в прошлом году в Лайетса ралли-парк прошло 15 соревнований, и лишь одно из них принесло прибыль. Остальные в лучшем случае в ноль, а чаще в минус. Ну да ладно. В общем, купили они с братом 28 гектар неухоженных земель, сделали проект в бюро Юлара и попытались попросить помочь с постройкой Евросоюз. Им отказали, но... И мой принцип такой, что я деньги в банк не забираю. Эти деньги только бумага. И решил он проинвестировать свой проект самостоятельно. Как раз на тот момент дела в его проектировочном бюро шли в гору. И, в общем, всю прибыль он и вбухал в постройку трассы и всего того, о чем я рассказывал в начале сюжета. Ладно, давайте к коллекции перейдем. Сейчас мы здесь находимся, это не музей, конечно, это, скажем, это автоэкспозиция или моя личная коллекция здесь. Коллекция началась с малого. Когда построили комплекс, захотелось, как сказал Юлар, добавить эмоций и красоты. И во время визита в США они купили вот этот Ford A Speedster 1920 года и два Ford T. Ну а потом Юлар заболел классическими машинами и начал их скупать. Разумеется, это не только увлечение, но уже и бизнес, вложение денег. Если вы купите современную машину и попытаетесь продать лет так через 10, то вы получите лишь малый процент от того, что потратили. А вот с умом вложив деньги в классическое авто, вы с огромной вероятностью через какое-то время выручите за него гораздо больше, чем заплатили. Мы сейчас в Лайетсе думали так, что искусство принадлежит народу, как это лозунг в старое время было. И сюда можно прийти каждый день, в принципе, даже в воскресенье можно прийти и смотреть эти машины. Все машины на ходу. Если внимательно смотреть, на машинах стоит черные номерные знаки. В Эстонии есть такой специальный авторегистр, музейные автомобили. И, в принципе, машины все легально, можно на трассах кататься с ними. И мы тоже арендуем эти машины для свадьбы, для фильма. Большинство автомобилей куплены уже отреставрированными и лишь поддерживаются в хорошем состоянии в мастерской при трассе. Но в запасниках уже стоит 13-я «Чайка», 21-я «Волга» и 401-й «Москвич», которые потихоньку реставрируются. Перейдем к отдельным экспонатам. Начнем с современности. У Юлара целая комната отведена BMW различных лет. При этом говорит он следующее. Можно сказать, что BMW совсем не мои такие любимцы. Угу, и при этом их тут целая куча. От настоящей 2002 турбо и Z до E30 M3. Мне все-таки нравятся вот эти старые передвоенные, там, 20-е годы, 30-е годы, вот такие машины. Причина такого количества BMW довольно проста. На трассе сдаются в аренду спортивные машины, в том числе и BMW, и их надо чинить. И вот во время поиска двигателя на один из авто в Голландии произошло следующее. Все это случайность. Ты планируешь, думаешь, но в жизни немного по-другому. Получается, как будет.
Двигатель оттуда не получили, но получили 3 машины. Этот Тюринг и вот этот 1800 тоже. К вопросу о бизнесе. 2002 Turbo было сделано всего 1670 штук. И за время владения Юллером этим автомобилем его средняя цена выросла больше, чем в 4 раза. Не самое плохое вложение средств. Мы же пока остановимся еще на паре любопытных экземпляров. Наш амбассадор, эта машина участвовалась в кинофильме «Хули вода». Я не помню наизусть, как этот фильм назывался, но там был актером Джонни Депп. Речь о фильме Public Enemies «Враги народа», который в нашем прокате почему-то называется Джонни Депп. И, если смотрите, эта машина выглядит более-менее такие нормальные, красивые, краска аккуратная. И эти машины все реставрированы, кроме вот этого старого наша, 100% оригинал. Да. И иногда люди спрашивают, что вот они не были такие красивые, но вот были такие. Можешь сам сравнивать, как раньше были. А вот самый редкий автомобиль в коллекции. MG Midget из 1935 года. Это сделано только 428 штук. 408 штук. И сохранится, я думаю, что может быть 5. И вот эта машина реставрирована в Эстонии. Я когда-то купил это из Англии, из одного автоаукциона. И тогда эта машина была комплектной, даже заводился. Но в Эстонии мы здесь реставрировали. Это сделано 5 лет назад. При этом машина была не просто отреставрирована, но еще и из обычной превращена в гоночную версию. Вот эта штучка ничего вам не напоминает? Угу. Это механический нагнетатель на малолитражке 1935 года. Погуглите, такие действительно были. Помимо механического нагнетателя, гоночная коробка передач, регулируемая подвеска и даже специальное место для дополнительного комплекта свечей. Но очень часто люди спрашивают, почему у этого машины две лобовое стекло, да? Если на улице катается, можно сюда на большое стекло можно крепить крышу. А если на соревнования пойдешь, это снимается и остается вот таких 2 маленьких. Это такой интересная машина. Да. В этой коллекции еще много всего интересного. От красивейшего белого купе наш Special Six 29 года до Chevy Bel Air 57 и даже BMW 850. Причем Юллер жалуется на ее ужасную капризность. И это говорит о том, что тачки-то на месте не стоят, подобно музейным экспонатам. В этом скромном, улыбчивом и даже немного стеснительном человеке совершенно не угадывается владелец здоровенного гоночного комплекса и коллекции автомобилей, мягко говоря, немалой стоимости. Мы очень приятно пообщались, но надо было собираться в следующую опорную точку нашего маршрута. Честно, я еще раз сюда с удовольствием вернусь летом, когда все будет в самом разгаре. Время клонилось к вечеру, но мы решили заскочить еще в одно интересное автомобильное место. Открыв прозрачные двери, мы оказались в царстве американской классики и про-туринга, именуемом Erke Engineering. К слову, мастерская совершенно не выглядит как рабочий цех, тут чище, чем у некоторых в офисе. Ага, вообще на гараж не похоже. Огромный офис со стеклянными дверями и большими окнами, в котором на абсолютно чистом полу стоят разобранные машины и двигатели. Мастерская не маленькая, но, честно, размеры американской классики просто подавляют. Вот это типа спорткупешка длиной с автобус Фела под 6 метров. В багажник можно запихать человек 6, и еще место для запаски останется. И под капот, под которым, к слову, стоит нифига не маленький бигблок, можно еще пару-тройку человек запихать. А вот и владелец этой мастерской – Таава Erki Vitsut. Я думаю, что все это начал, когда я был в 7 классе, по-моему. И я ходил в такой технический круг, который называется «Умелые руки». Там разные работы мне учили делать, и вот с этого самолета все началось. И этот самый самолет теперь хранится в мастерской рядом с первым автомобилем жены, ожидающим реставрации. Далее, в общем, вполне обычная история советского парня перестроечных времен. В 86-м Таава демобилизовался из советской армии, купил убитую копейку и занялся ее восстановлением. Потом целый ряд советских тачек, от троек-пятерок до таксистской «Волги» 2410. Из каждой процесс восстановления, который приносил Erke удовольствие и со временем стал любимым хобби. Время шло, наступили 90-е и стали появляться и иномарки. Переломный момент наступил в 2001-м, когда был приобретен первый американец. Это была Chevrolet Camaro 79 года. Кузов был более-менее, но двигатель уже был заклинил. С имеющимися навыками починить движок не составило труда, и как-то летом Erke оказался на драге, в который влюбился и который оказал влияние на всю его дальнейшую историю. К слову, свой первый драг он выиграл. Тогда в следующем году уже был Big Block,
И самая большая мощность была 850 лошадиных сил. Но от этого момента уже мне стало ясно, что дальше уже некуда, потому что этот кузов тяжелый, и мощнее двигатель делать нет просто смысла. И в 2005 году я покупал точно такую же Camaro рядом. Ну и там уже было все серьезно. Пластиковый кузов, пространственная рама, 1400 лошадей на метаноле, квотер за 8,2 с 278 км в час на выходе. Монопривод, на минуточку, хоть и на сликах, но без клея и на довольно убогой бетонной полосе. Эрки гонял на этой машине 5 лет, став, к слову, двукратным чемпионом Эстонии по дрэгу. С того же 2005 года Эрки потихоньку начал перестраиваться на поток, то есть делать машины не только для себя. Это и стало началом Эрки Engineering. Несмотря на немалое количество работников, все работы по движку он и по сей день не доверяет никому, все делает сам и берется только за то, что нравится. Сначала это было как хобби-гараж. Делал по хобби, просто мне нравится, мне помощники здесь были. И 3 года назад регистрировали фирму Erki Engineering. Я сейчас уже ремонтирую, восстанавливаю и делаю американских машин уже официально. Но параллельно с этим хобби-гаражем у меня основная работа, я работаю в Форде. Днем работаю на Форде и вечером работаю здесь на моем хобби-гараже. Кстати, как между делом сказал Тава, он очень любит движки Джим и не особо любит Форды. Может, в работе дело? Самое больше мне нравится пик-блоки, конечно, потому что мощность – это мой цель. Сами для меня есть пик-блок с турбонаддувом или пик-блок с компрессором. Это самый лучший вариант для меня. Это для души. В общем, Эрки большой фанат тюнинга и про-туринга. Старый кузов, а под капотом LS или Big Block идут к сведро. Внезапно. Я бы хотел делать одну машину, которая пневмоподвеска. Просто для интереса, что это будет видно. Вот так вот. Хотя ничего необычного, Америка же. Возвращаясь к различным проектам. На момент съемок в Erki Engineering работали над машиной Микки Сало, не последнего персонажа из Формулы-1. Сам он финн, но сейчас живет в Таллине, а Тава строит ему машину. Да, у меня еще под работой есть Микки Сало, машина, которая сейчас собирается и делает салон. Это уличная машина Chevrolet Camaro 69 года. И там двигатель 1000 плюс лошадиных сил. И там тоже турбчатая рама. Скромненькая такая уличная машинка, в общем. И да, в Финляндии разрешена эксплуатация машин на пространственной раме, в отличие от той же Эстонии. Но машина Микки на финских номерах, так что катайся не хочу по всему Евросоюзу на таком вот конструкторе. А давайте-ка поинтересуемся, на чем ездит сам Эрки. Большую часть времени я использую самую лучшую машину в мире. Это рабочая машина. Ford Focus. В данный момент у меня Camaro 72 года оранжевого цвета. Это часть накраски. Двигатель стоит здесь и ждет поставки. Это синий Pontiac, который типа Pro Touring LS3 двигатель, который, я надеюсь, что успею летом кататься. И еще у меня есть Oldsmobile 442 70 года. Очень редкий вариант, который только один в Эстонии. Но в данный момент эта машина находится в зимней квартире. Летом я надеюсь время кататься. Милый автопарк, ничего не скажет. Все-таки есть в старых американцах своя потрясающая аура, настоящие мужские тачки. Чего стоит только вот такая механика и электрика складывающейся крыши в этом Ford Fairlane 58. Крутяк. Тем временем стало уже совсем поздно, и мы отправились отдыхать и готовиться к следующему дню.